Всем привет! Мы с вами 1000 лет не виделись, я так соскучилась по вам. И с вами снова я, Ева Эльфи, на своем YouTube-канале. И я в Голливуде. Вот это да! California. Сегодня будет рубрика «Ответы на вопросы», потому что за эти полгода так много всего изменилось, и я вас просила задавать мне вопрос, вы их задавали, и сейчас я на них буду отвечать. Итак, начнем с самого популярного вопроса. Что предпочитаешь, авокадо или манго? Вообще, манго изменило мою жизнь. Из-за него я начала свою карьеру актрисы, представьте себе. Было это так, я отравилась, я работала СММ-менеджером, и 3 дня не ходила на работу, и меня уволили. И я начала искать работу и нашла объявление, где требуются актрисы, модели. И это оказалось кастинг. Да, в нашу адалт-индустрию. После этого я вообще не могу ни видеть, ни нюхать, ни есть манго, поэтому авокадо. Авокадо люблю, авокадо ем каждое утро на завтрак. Следующий вопрос. Когда пришла идея покрасить волосы, не хочу ли я их перекрасить? Ох, на самом деле такой цвет очень сложно добиться. Я добивалась его несколько лет и ходила к разным мастерам, и очень было часто неудачных покрасок. Я была в какие-то зеленые волосы, серые. На самом деле хочу отрастить свой натуральный цвет, но очень переживаю из-за того, что все привыкли меня видеть с такими белыми волосами, и это может плохо сказаться на бренде Ева Эльфи. Вот. Но я люблю эти белые волосы, но супер сложно их поддерживать в таком цвете, много тратить на это денег. Это нелегко. Где мечтаешь жить? Знаете, я вот сейчас сижу в Голливуде, и всю жизнь я думала, что я мечтаю жить в Америке. Но когда я сюда приехала второй раз, я здесь увидела столько много минусов, что я теперь даже не знаю, где я хочу жить. Это на самом деле очень сложный вопрос, и я в поисках места, вот, где бы я почувствовала, что это то место, где я хочу жить всю свою жизнь. Вот пока что в Калифорнии я не хочу жить всю свою жизнь. Мое любимое блюдо. Помимо пирожков с кремом, я еще люблю азиатскую кухню. Ну, вы понимаете, о чем я. Действительно, я очень много путешествую, и в разных странах я постоянно возвращаюсь к азиатской кухне. Это какой-нибудь рамен, боулы, суши, что-то такое простое. Очень полюбила вьетнамскую кухню. Она такая сбалансированная, с мясом, с овощами. Очень вкусная, рекомендую. А вот американская кухня так себе. Все эти жирные бургеры, пицца, кола, вообще невкусная картошка. Я на самом деле... Знаете, почему скучаю? По домашним котлеткам с пюрешкой и по борщу. Несмотря на то, что я постоянно путешествую, я все равно люблю играть в игры и всегда в путешествии беру свой Switch и играю везде. Но сейчас я приехала в Америку и наконец-то купила здесь Steam Deck, потому что его супер тяжело было найти в Азии и в других странах. И это... очень крутая штука, на нее можно устанавливать все игры и играть везде, такой очень мощный маленький компьютер. И, конечно же, я установила сюда War Thunder. Так, стоп, убрал руки от перемотки. Только посмотрите, какой офигенный пинап, стикер был добавлен. Да-да, теперь я есть War Thunder. Ну, как я тебе? Кстати, можешь взять такой стикер по ссылке в описании и натянуть на свой самолет или танк. А еще по этой ссылке будут крутые подарочки для новых игроков и для ребят, кто не заходил полгода и больше. А помимо подарков, тебя там уже ждет свежее и крутое обновление эпоха дронов. Как ты уже понял по названию, теперь в War Thunder можно использовать беспилотники и для разведки, и для атаки с неба. Жаль, такого с огнеметом в игре нет, но надеюсь, что добавят. А еще в War Thunder прилетели грачи, легендарные самолеты Су-25, с таким количеством бомб и ракет, которого хватит на аннигиляцию целой колонны танков. А взрывать наземную технику теперь особенно приятно, ведь эффекты уничтожения были переработаны. При уничтожении наземка и корабли разлетаются на мелкие кусочки, а если особенно удачно попасть, от танка останутся только башня и небольшой кратер. Бомбанет так бомбанет. Знаешь, границы могут быть закрыты во всем мире, но только не War Thunder. Игра предлагает локации по всему миру, от самых жарких регионов Африки
до заснеженной российской глубинки. Леса, поля, горы, моря и города. Сражайся на одной карте против десятков других игроков. Причем в одном матче ты можешь управлять хоть танком, хоть самолетом, хоть вертолетом. Здесь все по-настоящему масштабно. Самой техники тут просто море. Наземные машины, самолеты и флот от начала 20 века и до современности. Каждый танчик и каждый бипланчик сделаны максимально правдоподобно. До каждой заклепочки на корпусе. И при этом играть супер весело. В War Thunder масса классных механик. Бои очень динамичные и зрелищные, а прокачка позволит улучшить боевую машину с самыми разными приспособлениями от домовых гранат до каких-нибудь управляемых ракет. Спасибо War Thunder, что помогают создавать мои ролики на YouTube и радовать вас новым контентом. Я думаю, что я еще сыграю один бой, и ты присоединяйся к моей армии, и не забудь наклеить наклейку со мной на свой танк, чтобы все знали, чьи зрители самые классные. Ссылка на этот эксклюзивный стикер ждет тебя в описании к этому видео. По этой же ссылке бесплатно скачаешь War Thunder, и все новички и игроки, которые не заходили в War Thunder полгода и больше, получат 500 000 серебра, неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это прямо сейчас, потому что сезон подарков уже скоро закончится. Увидимся в игре. Одноклассники и однокурсники. Когда я только начала свою карьеру, мои одноклассники, конечно же, быстро нашли все эти видео, начали мне скидывать и удивляться, создавать какие-то секретные чаты и обсуждать это. И это было неприятно, потому что люди это все-таки в негативном ключе преподносили. Но потом, знаете, когда ты становишься популярной, они почему-то сразу хотят с тобой дружить, и это все-таки немного лицемерно. С одногруппниками была немного другая ситуация. Я как бы и не скрывала, и мы это не обсуждали. То есть был один мальчик, который очень негативно это тоже воспринял, но так как он верующий и очень такой традиционных взглядов, для него это был шок, и он пытался со мной не разговаривать. То есть он меня вот так оградил от себя и пытался какие-то язвительные шутки накидывать. Но это смешно. Вот все, что я могу сказать. Но те друзья, которые были со мной до моей карьеры и остаются друзьями моими сейчас, они меня поддержали и были рады, и никакого негатива от них я не получила. Вопрос про Россию, почему уехала и собираюсь ли я возвращаться. Да, я уехала из России в начале марта, и я думаю, всем понятны причины, почему это сделала. И сейчас я не хочу возвращаться в Россию, я не готова к этому, потому что у меня очень много друзей живут в Украине, они сейчас уехали, и я просто не могу сделать такой поступок. Да, у меня там осталась семья, я там развивалась как актриса, как блогер, но сейчас я не готова вернуться в Россию. И надеюсь, мы с вами увидимся. Marvel или DC? Marvel. Обожаю Человека-паука, просто one love в моем сердце. Всю жизнь его любила с самого детства и продолжаю любить, и смотрю все фильмы, а остальную супергеройку не смотрю. Гарри Поттер или Звездные войны? Честно, мне кажется, я не смотрела «Звездные войны» полностью, поэтому Гарри Поттер. Обожаю Гарри Поттера, читала все книги, смотрела все фильмы, просто я фанатка Гарри Поттера. «Во все тяжкие» или «Игра престолов»? Сложный вопрос. Я люблю «Во все тяжкие» и «Игру престолов», но, наверное, «Во все тяжкие» я посмотрела раньше, меня впечатлил, но «Игра престолов», наверное, мне больше понравилась. Какие изменения произошли за последние полгода, как изменилась индустрия? Это, короче, не секрет, что OnlyFans был основной площадкой по большей части для всех актрис сейчас, и, конечно же, изменения произошли. Те, кто остался в России и не может поменять адрес сейчас, чтобы подтвердить, что вы находитесь не в России, OnlyFans перестал работать с этими моделями. То есть многие актрисы, которые остались в России, лишились заработка. Они переходят на другие площадки, как Fansly, либо что-то подобное. Вы могли заметить, что актрисы начали рекламировать другие площадки. Но кто уехал своевременно и смог поменять документы, они продолжают зарабатывать на OnlyFans, но большие проблемы появились с Paxful, это платежная система, которую используют в адалт-индустрии, там тоже проблемы с русскими документами.
Вот, и, конечно же, изменения чувствуются, и они со всех сторон, проблемы накапываются, вот так на тебя наслаиваются, и это сложно, потому что их приходится решать очень быстро, и, к сожалению, если у тебя русские документы, проблем будет много. Как платить ипотеку 25 тысяч 17 лет? Знаешь, есть одна очень интересная профессия, но, к сожалению, на своем YouTube-канале я не могу тебе рекомендовать работать в этой индустрии. Ну, ты подумай. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Мне было очень приятно на них отвечать. И я так соскучилась по YouTube. Теперь хочу больше делать видео. А еще, кстати, я хочу сделать канал на английском языке. Так что, может быть, скоро там тоже будут видео. Солнышко зашло, люди стали расходиться, собаки все ушли, и я тоже поеду домой. Всем пока!